Привет, ребята! Невероятно, что они с Винсом здесь говорят. Джим Крамер появился всего 6 дней назад, на самом деле это было 14 марта. Послушай-ка вот это. И я бы продал свой биткоин прямо во время этого ралли. И поверь мне, когда-то я верил в биткоин. Только не здесь и не сейчас. Нет, только не здесь и не сейчас. Правда, Джим? Мы только начинаем это ралли биткоина прямо сейчас. Биткоин торгуется по цене $28 с нуля за монету. Мы наблюдаем первые признаки восстановления рынка. 2022 год – это явно неудачный год. Чего-то подобного следует ожидать после пары очень оптимистичных лет в течение 2020 и 2021 годов. И все же Джим Крамер имеет наглость советовать нам продавать в эти зеленые свечи, когда мы только начали наблюдать поворот этой тенденции. Индекс страха и жадности биткоина находится на отметке 66. На данный момент это что-то вроде промежуточной точки. Мы видели, что он вырос. В некоторых пунктах он снизился. Люди с нетерпением ждут возобновления бычьего ралли на крипторынке в целом 28, как я уже упоминал, для биткоина прямо сейчас. Учитывая это ежечасно, вы, ребята, можете видеть, что за последний день или около того несколько дней мы просто торговались боком. Хотя, рассматривая это на более длительном таймфрейме, возвращаясь к дневному графику, как я упоминал вчера и позавчера. Сейчас мы преодолели этот уровень сопротивления здесь, который составлял 25,2. И теперь мы формируем то, что выглядит как сопротивление на этом старом уровне поддержки сзади, мальчик, это будет в мае. Значит, 28,5. Я думаю, что это именно то, что нужно. Нет, это 27,9. Плюс-минус 28. Так что прямо сейчас мы как бы колеблемся где-то там. И я имею в виду, что нам нужно сделать решительный шаг вперед в этом направлении. Следующий уровень будет примерно 32,3. Так что позвольте мне просто провести здесь еще одну горизонтальную линию, которая поднимется выше этого прежнего уровня сопротивления еще в мае. Это, безусловно, продемонстрировало бы больше доверия к королю криптографии. $32.300 за монету. Это следующая цель. Что происходит с XRP? Курс XRP относительно не изменился. Для XRP не так уж много интересного. Тем не менее, за последний день или около того мы наблюдаем некоторое восстановление уверенности в себе. Мы действительно наблюдали небольшой спад. Сейчас покупатели проявляют все больше интерес к XRP, который сейчас стоит даже около 39 центов. Так что мы наблюдаем, как XRP медленно, но верно движется вверх. Я имею в виду, что это все еще похоже на то, что мне нравится называть паттерном Nike Swoosh. Так что мы движемся вверх по этому пути. Хорошо, обычно это приводит к резкому росту цен, и даже просто уменьшив масштаб, вы, ребята, можете увидеть, что на самом деле мы не опустились ниже 30-центовой отметки. Таким образом, произошел огромный отход от 2019, 2020 и даже в начале 2021 года. Прежде чем XRP увидела этот самый последний улей, примерно в $96 за монету. Всему свое время, ребята. Всему свое время. Хотел поднять этот вопрос, потому что происходит мошенничество, и я заметил это в своих комментариях в Твиттере. Я захожу в Твиттер, и вы знаете, там обычно есть комментарии, которые я не вижу в Твиттере комментаторов, и я думаю про себя. Люди блокируют меня. Что, черт возьми, происходит? Нет, это, по-видимому, мошенничество. Я зашел на этот аккаунт здесь, Новости Индии 24, их аккаунт в Твиттере здесь, и, по-видимому, похоже, что они заблокировали всех. Или, по крайней мере, они заблокировали меня, блокируя людей, которые, я думаю, могли бы позвонить им на их BS. Итак, Indias News 24 – это еще один крипто-аккаунт в Твиттере, который был взломан, и, ребята, они публикуют поддельные раздачи XRP Airdrop. Так что просто будьте здесь осторожны, так как обычно эти посты выдают себя за официальное мероприятие Ripple. И даже содержат в своих анонсах генерального директора криптокомпании Брэда Гарлингхауса. Важно помнить, что ни Ripple, ни кто-либо другой не организует никаких сбросов XRP. А также его предложения перейти на сомнительные сайты с высокой вероятностью окажутся мошенническими. Так что, ребята, еще раз повторяю, просто будьте осторожны. Будьте внимательны, если вы действительно увидите подобное предложение, которое слишком хорошо, чтобы быть правдой. Скорее всего, так оно и есть. Так что, если вы увидите какие-либо ответы или какие-либо твиты здесь, в этом твиттере на телеканале News 24, вероятно, будет хорошей идеей сообщить о них и заблокировать. Я хочу продолжать двигаться вперед, ребята. Я видел это у Майкла Бранча. Согласно свежему еженедельному отчету CoinShares о притоке средств в инвестиционные продукты, ориентированные на криптовалюту. Угадайте, где мы видим одних из самых выдающихся парней. Приток средств, те, которые привязаны к XRP, вырос более чем на 33% за последнюю неделю. За последние 7 дней их число достигло 400,
что приближает показатель чистого притока с начала года к $1 миллиону. Только инвестиционные продукты, ориентированные на полематик, Solana и короткие биткоины, которые делают ставку на падение цены биткоина, позволяют нам показывать те же результаты или даже лучше. И это несмотря на то, что с начала года из этого сектора финансового рынка произошло 177 миллионов оттоков средств, что составляет около 40,87% от общего объема чистых потоков за весь 2022 год. Итак, мы наблюдаем рост цен на XRP на 33% за последнюю неделю. Буквально на днях мы немного поговорили о 420 миллионов XRP, купленных крупными китами, поскольку они потенциально готовятся к чему-то крупному. Может быть, это модель Nike Swoosh. Может быть, мы подошли к концу. Может быть, мы ближе к концу, чем я думал. У нас появляются признаки того, что чистый приток капитала растет, поэтому я хотел бы поблагодарить Майкла за то, что он опубликовал это сообщение. И наш человек во Флориде, выступающий против КПТС, похоже, не согласуется с повесткой дня ВЭФ. Это ретвит из эзотерического XRP здесь. Рон Десантис хочет, чтобы законы прямо запрещали использование цифровых валют Центрального банка во Флориде и призывает другие штаты США сделать то же самое. Вот он, ребята, губернатор Флориды. В конечном счете наличные – это король. Если ты можешь держать это в руке, значит, у тебя есть над этим власть. Как только все это будет оцифровано, кто-то другой получит над этим контроль, и вопрос только в том, позволят ли они тебе жить своей жизнью. Решат ли они сделать что-то, чтобы обойти то, что ты хочешь сделать. И подумайте о том, что мы уже видели в Канаде. Вы помните, когда дальнобойщики протестовали против мандатов ВАКС? Вы знаете, у них были банки. Некоторые из них были захвачены правительством, некоторые из них заморозили некоторые из своих банков. У вас были благотворительные организации, которые пытались помочь этим парням, но они были заморожены. Так что мы уже видели, как правительство действительно переступает границы дозволенного, как это происходит в ситуации с банковским и финансовым секторами, которые мы имеем сейчас. Ты можешь себе представить, если бы мы перешли к чему-то вроде цифровой валюты Центрального банка? Так что я рад, что мы находимся на самом верху в этом вопросе. Я думаю, что действительно важно, чтобы государства встали на защиту от некоторых происходящих событий. Большинство из того, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, происходит потому, что они не принимают близко к сердцу ваши наилучшие интересы. В основе всего этого лежит их собственная власть. У них есть своя собственная повестка дня, которую они стремятся продвигать. И поэтому я думаю, что это будет отличное законодательство. Я с нетерпением жду этого момента. Мы уже переговорили с лидерами законодательной власти. Я думаю, что это то, что должно произойти, и я с нетерпением жду возможности подписать закон в конце этого года. Я должен любить Десантиса. Я должен сказать, что за последние пару лет я провел некоторое время во Флориде, и я имею в виду, что если они хотят запретить цифровые валюты Центрального банка в штате Флорида, очевидно, это означает, что, по моему мнению, Рон Десантис хочет быть на правильной стороне истории. Наличные – это король, как он сказал, не отказывайся от своих наличных денег. Очевидно, что у правительства есть свои собственные полномочия, и они хотят внедрить механизм контроля. Он также приводит пример замораживания банковских счетов канадских дальнобойщиков. Так что, ребята, нужно учитывать все нюансы, и я должен сказать, что сегодня утром было приятно это увидеть. Майкл Бранч тоже поднимал этот вопрос в связи с MasterCard. Они заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит розничным клиентам в регионе АПАК тратить свои стабильные монеты в любом месте, где принимается карта MasterCard. Как раз в этом направлении действительно расширяется использование криптовалют для расходования средств. Вот это действительно интересно, потому что это связано со стабильными монетами и MasterCard. Так что не тратьте свою криптовалюту как таковую, но я предполагаю, что если вы тратите стабильную монету, то она будет эквивалентна доллару США или какому-то другому виду фиатных денег. Сотрудничество предполагает создание кошелька только для стабильных монет, созданного компанией Stables в комплекте с платежной картой, поддерживаемой MasterCard. Платежная карта позволяет пользователям экономить и тратить монеты ASTC, так что это будет стабильная монета, которую они поддерживают, конвертируя цифровую валюту в фиатные деньги и рассчитываясь в сети MasterCard. Так что, взяв монету ASTC, я полагаю, переведя ее в любую фиатную валюту, которая принимается в любой стране, в которой вы используете карту MasterCard, вы сможете получить доступ к ней через цифровое приложение Stables с помощью мобильных кошельков. Это кажется мне немного излишним. Я не знаю, почему бы тебе просто не потратить свои доллары США напрямую. Я думаю, это было бы больше похоже на дебетовую карту. В любом случае, я толком не знаю подробностей по этому поводу, но на этот раз больше криптоинтеграции со стабильными монетами, поступающими из лагеря MasterCard. Мы также видим, что звездные ребята тоже сотрудничают с Transfer. Таким образом, еще одна криптокомпания стремится улучшить способ перевода денег через границы. Вот это письмо от мистера Манна, в котором представлены некоторые документы, способствующие экономической интеграции и участию для всех с акцентом на развивающиеся рынки. Это связано с компанией Transfer2, работающей в 160 странах. Компания Transfer2 сотрудничает с организацией Stella.org, чтобы улучшить процесс перевода денег через границы. В рамках этого сотрудничества финансовые
финансовые учреждения и партнеры обеих компаний надеются извлечь выгоду из объединенного покрытия сети и возможности использовать новые технологии для более эффективной отправки и получения денег в более чем 70 странах. Сейчас все выглядит так, как будто это не новое партнерство, тем не менее напоминающее нам о том, куда движется технология. Тем не менее, это совершенно новое партнерство. Партнер Ripple по платежным технологиям ASI Worldwide ведет переговоры с частной инвестиционной фирмой Motive Partners о возможной продаже. Так что компания Motive стремится обеспечить финансирование для этого приобретения. Котирующаяся на бирже ASI имеет рыночную стоимость около $2.05. Миллиард долларов. Сделка еще не завершена, и переговоры все еще могут сорваться. Переговоры начались через 2 года после того, как компания Barron's сообщила, что ASI обратилась в Goldman Sachs с просьбой помочь с возможной продажей. Итак, это компания, работающая с поддержкой Ripple. Это своего рода аномалия. Обычно именно компании, работающие с поддержкой Ripple, стремятся купить другие компании, но в данном случае мотивом является покупка ASI. Звучит так, как будто у них возникли какие-то проблемы, и теперь они обратились в Goldman Sachs, но на сумму $2,5 миллиарда. Так что, очевидно, они действительно видят в этом какую-то ценность. Даже если они действительно будут проданы, я имею в виду, что это не обязательно плохая новость для экосистемы XRP. Все эти компании действительно обеспечивают ценность в той или иной форме. Так что, учитывая все обстоятельства, было бы интересно посмотреть, что Мотив решит делать дальше, если это действительно сработает, и смогут ли они приобрести ASI. Итак, у нас есть несколько интересных новостей. Я хотел бы поблагодарить Майка за то, что он опубликовал это сообщение. Я знаю, что вы, ребята, наверное, видели это у Джеймса К. Филена, и я знаю, что вы знаете, что сердце каждого замирает, как только Джеймс публикует пост в Твиттере. Потому что обычно это всегда связано с судебным процессом RippleSec. Вот последние новости о ребятах. Ответчики Ripple направляют письменное уведомление о дополнительных полномочиях и дальнейшей поддержке своей защиты по справедливому уведомлению. Это решение судьи Майкла Уайлса по делу о банкротстве Voyager, в котором судья Уайлс отклонил возражение SEC и одобрил план банкротства. Итак, последние ребята, вышедшие только вчера днем, ответчики Ripple Labs Брэд Гарлингхаус и Крис Ларсон, с уважением представляют это уведомление о дополнительных полномочиях, имеющих отношение к их возражению против предложения SEC. 11 марта судья Майкл Уайлс из суда по делам о банкротстве США действительно вынес решение по делу Voyager, и оно прилагается к настоящему документу. Voyager касался банкротства Voyager Digital, брокерской компании по цифровым активам. В соответствии с предлагаемым планом банкротства, Voyager продаст свои активы, в том числе цифровой актив под названием VEX, бирже Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам США возражала против этого плана, утверждая, что у VEX есть аспекты ценной бумаги, не уточняя, в чем эти аспекты заключаются. Она также возражала против того, что Binance США была не зарегистрированной биржей ценных бумаг, не уточняя, почему сотрудники SEC так думали. Судья Уайлс отклонил возражение SEC и одобрил план банкротства. Его доводы в пользу отклонения этих возражений подтверждают многие доводы, выдвинутые здесь ответчиками. Первый судья Уайлс упрекнул адвокатов SEC в расплывчатости их возражений, отметив, что SEC вообще не предложила никаких указаний относительно того, что должники якобы должны были доказать, чтобы показать, что VEX не является ценной бумагой. И во-вторых, точно так же, как ответчики подчеркнули в связи с их защитой от справедливого уведомления, судья Уайлс обнаружил, что участники рынка криптовалют работают в условиях регулирования, которое в лучшем случае можно охарактеризовать как крайне неопределенное, в котором сами регулирующие органы, похоже, не могут прийти к согласию относительно того, являются ли криптовалюты товарами, которые могут подлежать регулированию. Мальчик. Я приведу ссылку на это в описании видео, если вы хотите прочитать его полностью. Он сказал, что они являются ценными бумагами, которые могут подпадать под действие законов о ценных бумагах со стороны SEC. В двух словах, ребята, я приведу ссылку на это в описании видео, если вы хотите прочитать его полностью. И вот появилась Ripple. И теперь они подают еще одну поправку, клянусь богом. Я думал, что это официальное решение судьи, я собирался закричать и взять отгул до конца недели. Так как многие из нас, вы знаете, все еще ждут здесь подвыпившего тигра. Что же, это бесспорно полезно. Должна быть тонкая грань в том, чтобы вывести судью из себя. Я надеюсь, что это не переступит ее. Так много людей гадают, что бы это значило. Элеонора Турель публикует это здесь для тех, кто не принадлежит к сообществу XRP. Если судья Торрес вернется с решением об упрощенном судебном разбирательстве по делу Ripple на этой неделе, может произойти одна из трех вещей. Она могла бы встать на сторону Ripple One, она могла бы встать на сторону SEC 2, или она могла бы решить, что дело должно быть передано в суд. И я думаю, что именно здесь мы все в некотором роде недоумеваем и чешем в затылке. Хорошо, это будет быстрый свифт или все затянется еще дольше. Карен Келли говорит, что Элеонора, не могли бы вы узнать о сделке до того, как она станет достоянием общественности, и написать об этом в Твиттере, пожалуйста. Кенни Нгуен Рипл одержал победу. Здесь внизу шаманская лаборатория. Учитывая шокирующие признания Эстер Кошель в отношении комиссии по ценным бумагам и биржам SEC относительно безналичного расчета, на самом деле я не видел этот подкаст. Может быть, мне стоит посмотреть
посмотреть этот эпизод. Безумная ситуация с управлением банком и нелепый палец, указывающий на все криптовалютное сообщество, в результате чего прагматичные позиции Брэда Гарлингхауса, Ripple, легко понятная полезность XRP и других реальных блокчейн-компаний. Или побег в США и мир действительно будут эпическими и абсолютно информируют о позиции руководства США или ее отсутствии. В условиях этой чрезвычайно важной новой технологии и мирового вакуума талантов. Не надо ни на что давить, достопочтенный судья Торрес. Пролейте свет на судью Торреса и расскажите ему о том, что будет дальше. Настоящий мальчик с XRP, добавляющий свои 2 цента, как будто Торрес ждал, когда Ripple подаст заявление. Может быть, она точно знает, что происходит, и устала от всего происходящего дерьма, как и все мы, и не хочет ничего большего, кроме равных условий для себя и своих близких. Время покажет, и поэтому он ретвитнул ответ Джереми Хогана, к которому я перейду во втором разделе здесь. Первый раз, Джон Дитон, я надеюсь, что судья Торрес уже был хорошо осведомлен о решении судьи Уайлса Суда США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Того же округа, что и судья Торрес. Так вот, это интересный момент, который нам, вероятно, следует затронуть здесь, в разделе банкротства Voyager. Компания Ripple предлагает это решение в качестве дополнительной поддержки своей защиты от справедливого уведомления. Так что я думаю, нам стоит немного поговорить об этом, не так ли? Судьи в похожих округах или в одном и том же округе, потому что это буквально один и тот же округ. Обычно, как я предполагаю, знают друг друга, вероятно, обсуждают дела и, возможно, даже дружат друг с другом. Я имею в виду, что мне интересно, окажет ли это положительное влияние на ход дела или нет. Джон Дитон продолжает, если судья Торрес в текущем рабочем проекте своего решения критикует подход SEC за непоследовательное поведение и отношение к цифровым активам, она может сослаться на решение Voyager в качестве дополнительного подтверждения своей критики. И я чувствую, что, скорее всего, именно к этому она и клонит. Это текущий рабочий проект. Может быть, она еще не приняла решение, и может быть, ей нужно было это решение. Или, может быть, ей нужен был, знаете ли, какой-то стимул, чтобы добавить к своему решению что-то такое, что фактически раздавило бы SEC. Я предсказал более года назад, что судья Торрес вынесет решение в пользу Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсона. Я полагаю, судья Торрес вынесет решение, что ни одно разумное жюри присяжных не сможет прийти к выводу, что 2 руководителя поступили опрометчиво, не зная, что XRP является ценной бумагой, когда сама SEC не знала. Так вот, это было, знаете ли, самое главное. Я предполагаю, что это был судебный процесс Брэда и Криса. Мы знаем, что он отделен от более масштабного судебного процесса, который будет касаться ходлеров XRP. Джон Дин действительно предсказал это еще 22 февраля, когда дело против Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсона было закончено. Оно было закончено в тот день, когда оно было подано в суд. Комиссия по ценным бумагам и биржам ни за что не сможет справиться со своим бременем. Комиссия по ценным бумагам и биржам должна доказать, что 2 руководителя действительно знали о том, что XRP является ценной бумагой, или поступили опрометчиво, не зная об этом. Маленький краба Дюбитуме здесь говорит, что вопрос не в том, будет ли это выгодно, а в том, когда это произойдет. Мы потеряли слишком много времени с судьей Нидберном, а с судьей Торресом оно начинает затягиваться. Я знаю, что это утомительный процесс, если не считать небольшой проблемы, заключающейся в том, что вся политическая и финансовая система коррумпированы. И это исходит из 2-го специального отделения Филадельфии. И мне кажется, что часть судебной системы тоже коррумпирована. Но если логика и справедливость по какой-то случайности восторжествуют, я соглашусь с твоим прогнозом. Я имею в виду, что Джон Дитон был прав в некоторых из этих прогнозов. Так что я имею в виду, что думаю, время покажет. Я думаю, что мы наблюдаем здесь стратегический шаг, ребята. Наконец-то Джереми Хоган сообщил, что компания Ripple наконец-то подала заявление на решение судьи по делу о банкротстве Voyager. Обратите внимание на то, что он здесь говорит. Судья использует ненормально резкие формулировки, утверждая, что сами регулирующие органы США даже не могут договориться о критериях, которые следует использовать при принятии решения о том, является ли криптовалюта ценной бумагой, что на самом деле является справедливым уведомлением. Затем он говорит, что мы приближаемся к цели. Так что дьявол кроется в деталях, ребята, отмечая ненормально резкие выражения судьи. В лаборатории шаманов здесь внизу говорят спасибо за такую интерпретацию, Джереми. Как всегда, твой вклад имеет решающее значение для всего нашего сообщества. Либо лопай кварки, либо покупай подгузники. Влияет ли этот маленький кусочек на процент результатов твоих прогнозов в твоем эпическом последнем видео или последнем видео? Твое здоровье, брат. И Джереми Хоган говорит, что для меня решение Доберта только увеличило шансы на то, что дело будет передано в суд присяжных. Я все еще не думаю, что это произойдет, но пара вещей в нем сделали это более вероятным. Спасибо, Джереми. Как насчет того, будет ли она благосклонно относиться к определенным вопросам в таком случае, как то, является ли XRP ценной бумагой или нет? У нас нет на это ответа. Джонни Браво также спрашивает, что интересно, мы не видели просьбы нанести удар по первому письму. А теперь давайте посмотрим, запрашивает ли SEC нанесение удара по второму письму. Так что SEC даже не похоже, что они больше прилагают к этому усилия. Я нахожу это очень странным, учитывая, что они знают, что решение может быть принято в любую минуту. Похоже, они никуда не торопятся. Разве это не подозрительно? Джереми Хоган отвечает на звонок. Странно, что они так и не ответили на предыдущую судебную практику. Я не могу этого объяснить. Вот и все, ребята, у нас получилось. Ожидание все еще мучительно, но я получаю некоторое представление от Джереми Хогана из
Джона Диттона. Резкие выражения, которые использовал судья, Джереми Хоган даже упомянул, что само постановление Доберта только увеличило шансы на то, что дело будет передано в суд присяжных. Он не думает, что это произойдет, однако эти шансы только возросли. Одно можно сказать наверняка: ребята, мы очень-очень близки к вынесению вердикта, и я также надеюсь, что мы очень-очень близки к завершению этой модели Nike Swoosh. Но это всего лишь мое мнение. Я хочу услышать, что вы, ребята, думаете. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Поставьте лайк видео, если вам нравится контент, который я предоставляю. Мне всегда приятно слышать ваши комментарии. Увидимся в следующем видео, ребята.